Всем привет! Вы на канале Nail Coach, с вами я, Анна, где я рассказываю все самое полезное и интересное о маникюре. В далеком 2009 году я начала заниматься маникюром. Примерно год я набивала руку, нарабатывала клиентскую базу. После этого я начала думать, как мне зарабатывать еще больше. Я поняла, что зарабатывать больше я могу с помощью дизайнов. И как сейчас помню, первые мои рисунки были акриловыми красками. Кто помнит такую технику китайка, это цветочки на ногтях, и пользовались они просто бешеной популярностью. Грубо говоря, когда я начала делать рисунки, то моя клиентская база с 15 человек резко увеличилась до 40 или 50, я уже точно не помню. И когда я познала вкус заработка с дизайнов, я начала их делать просто в масштабном количестве, и клиентская база увеличивалась с каждым днем. Я тут порылась в закромах, нашла свои первые работы, рисунки. Выглядят они, конечно, местами смешно и по-детски, может быть, даже, но тогда они пользовались просто бешеной популярностью, и у меня делало их очень много людей. Когда я только начинала делать рисунки, они стоили примерно 50-100 рублей, но со временем, конечно же, их стоимость увеличивалась. Дальше я познакомилась уже с акварельной техникой, она мне очень понравилась, я вообще очень люблю работы, выполненные акварелью, и стоимость на такие работы, конечно же, тоже увеличилась. Сейчас средняя цена такого рисунка акварельного составляет примерно 600 рублей. К чему я, в общем-то, все это веду? Дело в том, что я подготовила для вас подробный видеоурок, как рисовать акварелью. Это будет птичка на ногтях. Этот дизайн стал настолько популярен. Этот дизайн стал настолько популярен среди моих клиентов, что только с него в месяц я заработала больше 8000 рублей. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце я буду давать очень классный, приятный подарок для вас, мои дорогие. А сейчас давайте уже быстрее начинать. Поехали! Давайте приступать. Будем рисовать вот такую классную зимнюю птичку. Для этого я взяла типсу. И типсу нам нужно перекрыть белым гель-лаком. Желательно брать какой-нибудь такой плотно пигментированный, прям белый, потому что чем белее будет гель-лак, тем лучше будет ваш дизайн смотреться, ярче. Пока типса сушится в лампе, расскажу вам про топ. Он должен быть обязательно вельветовым, такой, знаете, какой немножечко зернистый, не гладкий, потому что на гладком акварель будет скользить. Именно вот такой вельветовый используйте. Можно совершенно разные фирмы применять. Также перекрываю им сейчас типсу и буду просушивать в лампе 1 минуту. На этом, в принципе, вся подготовка к дизайну готова. И нам понадобится для акварели обычная фольга. Я буду использовать ее для палитры, салфетка, кисточка синтетика, номер 2. Вот такая кругленькая, с тоненьким кончиком, водичка и акварельные краски. Для начала можно использовать самые обычные у меня, непрофессиональные, фирмы Ладога. Начинаю я с того, что развожу на нашей фольге краски, которые мне понадобятся. В данном случае буду использовать синюю, черную. Немножко буду серый цвет делать. Для ягодок буду использовать красный. Ну, в принципе, и все. Начинать буду с того, что буду делать подмалевочек нашей птички. А именно буду намечать, где располагается центр. Здесь вот будет ее хохолочек. Пока что никакой детальной прорисовки не будет, будет просто такой вот подмалевочек. Также сейчас намечу грудку. Очертания грудки. И намечу, где будет у нас спинка идти.
А все детали буду уже рисовать в самом конце. Рисую такими полупрозрачными красками для того, чтобы сверху можно было их перекрыть. Также, если где-то мне нужно убрать излишнее, я макаю в воду и убираю вот так излишние краски водой, полусухой кисточкой. Вот так. Вот такой вот некий подмалевочек у нас получился, наши птички. И дальше буду уже потихонечку намечать детали. Я взяла черный цвет для того, чтобы сделать клюв. Также сейчас вот намечу наш клювик, как он будет у нас располагаться, идти вот здесь примерно по центру. Он будет располагаться, клювик. Таким серым цветом, не черным прям, а серым. И также вот здесь будет у нас идти глазик, который я сейчас просто намечу для начала. Просто намечу, где он будет. Все остальное буду доделывать уже чуть-чуть попозже. Нужно ждать обязательно, когда краски будут сохнуть, когда, точнее, они высохнут, красочки. Также поворачивать при необходимости типсы, чтобы было удобно. Типсы же она у нас неровная. Все, клювик я наметила. И сейчас можно уже более детально прорисовывать оперение. Сейчас я взяла такой черный цвет, кисточка у меня полусухая, сейчас буду поворачивать, вот так подворачивать туда, куда мне нужно, и буду прорисовывать уже мелкие детали по первому подмалевку. Делать я это буду в вот такой вот манере штриховки, тонкой кисточкой. Пока что черным цветом. Видите, для чего нужна круглая кисточка, тоненькая, да, с тоненьким носиком, для того, чтобы делать вот такие вот детали. Также можно расширять вот подмалевочек там, где необходимо это делать, вылазить за границы. Сейчас нарисую глазик. Оставлю немного блик по центру. Воды беру сейчас совсем немного, для того, чтобы не перебивать чтобы у нас вода не расплылась в ненужных местах. Показываю сейчас немножечко оперения и буду подчеркивать клюв с нижней стороны, то есть там, где на него падает тень. Вот уже прорисовывается некое подобие птички. Ну, конечно же, это еще не все. Сейчас мы будем доводить до ума нашу птичку. Сейчас буду также прорисовывать грудку таким ультрамариновым оттенком, ярким. За счет таких тоненьких линий рисунок выглядит очень необычно. Поверх черного накладываю синий оттенок, и он получается глубоким синим. Это очень красиво. Также сейчас буду прорисовывать хохолок. В принципе, границы уже намечены.
моя задача сейчас сделать его ярче. Уже неплохо получается. Также вот где глазки, можно тоже немножечко сюда залезть. Угу. Также немножечко подчеркнуть вот здесь, вот отдать оперение около клюва, чтобы он не выглядел отдельно, не смотрелся отдельно от птички. Немножко совсем. Обратите внимание, что рисую я одним цветом. Я не меняю цвета, меняю только немножечко оттенок одного пигмента. Вот сейчас взяла такой более прозрачный. Чтобы показать перышки. Также для глубины рисунка можно использовать вот такой метод наложения, когда я накладываю немножко теневой части в зоне клювика и растушевываю. Так же, как вот здесь, подчеркнуть очертания, где заканчивается у нас пузико. И уже сверху сделать таких пару перышек более детальных. А вот сейчас уже можно приступить к прорисовке ягодок. Просто сейчас хаотично буду наносить такие ягодки, произвольно абсолютно. Не буду придерживаться определенной какой-то схемы. Вот так капельки нанесла, отжала кисточку и немножечко сейчас соберу излишки воды. И хочу немножко подчеркнуть наши ягодки. У нас такие ягодки напоминают рябину. У рябины сверху вот такие вот хвостики есть, темненькие. Поэтому я сейчас чуть-чуть их прорисую. И сделаю такую веточку, некую веточку, да, на которой крепятся эти ягодки, чтобы они не выглядели отдельно совершенно. Соединю их сейчас
веточками. Вот так очень легко. Такая легкая техника в плане восприятия. И также ягодки можно сделать акцентами немножечко поярче, чтобы они кое-где, то есть не везде, но кое-где были поярче, потому что рябина это все-таки такая очень красная ягода. Зимняя красная ягода, кое-где можно ее чуточку сделать поярче. Вот, в принципе, достаточно. Да, и сейчас я немножко добавлю еще оперения птички. И, в принципе, на этом можно завершать наш дизайн и покрывать его топом. Вот здесь вот в зоне клювика немножко расширю. Акварель это такая техника, где не нужно придерживаться определенных правил. Это совершенно не тонкие линии, да, где вам нужно очень иметь твердую руку для того, чтобы рисовать. Вот, в принципе, наш дизайн готов. Можно немножко вот здесь, где туловище, мне хочется чуточку его сделать потемнее. То есть, несмотря на то, что я делаю уже готовый дизайн, да, он у меня уже есть, я еще дополнительно могу что-то включать, какие-то элементы, и здесь уже идет такая чистая импровизация. Все, на этом буду завершать дизайн. Смотрите, какой он клевый получился, очень интересный, сочный, и самое главное, что его можно подогнать абсолютно под любые пальчики ваших клиентов. И сейчас я хочу покрыть дизайн глянцевым топом и показать, насколько будут гореть краски. Когда вы перекрываете акварельный дизайн матовым топом, то мат всегда приглушает дизайн, а когда вы покрываете глянцем, то краски начинают автоматически гореть у вас на глазах, и дизайны становятся гораздо ярче. Лично мне больше нравится в сочетании с акварелью именно глянцевый топ. Таких птичек вы можете нарисовать своим клиентам уже сегодня или завтра и начать богатеть с помощью дизайнов. Я надеюсь, что вы убедились в том, что эти дизайны очень крутые, они классно смотрятся и они привлекают внимание. А теперь про подарок. Те, кто хочет научиться также круто рисовать вот таких зимних птичек, а может быть даже и не зимних, техникой все-таки они похожи, можно рисовать и весенних, и летних, и так далее, да? Так вот, для вас, мои дорогие, я приготовила специальный подарок. Это промокод AQUA, который, написав мне в директ в Инстаграме, вы можете получить курс акварельных птичек с большой-большой скидкой. Старт этого курса будет 20 декабря, то есть 20 декабря открываются продажи, и написав промокод AQUA, вы можете получить этот курс с большой-большой скидкой. А сейчас, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и также подписывайтесь на наш Инстаграм. А с вами была я, Анна, вы на канале Nail Coach, и всем пока-пока!